Компания Acura, которая является люксовым подразделением Honda, представила серийную версию кроссовера MDX нового поколения. Модель займет место флагмана в линейке и станет самым роскошным, технологичным и темпераментным вседорожником в истории бренда. Как и предполагалось, серийная версия едва ли отличается от прототипа, представленного осенью. Появились лишь более крупные боковые зеркала, габариты те же. В длину кроссовер прибавил 56 мм, в ширину и высоту 25 и 15 мм, а колесная база при этом увеличилась на 76 мм. Кроссовер построили на той же платформе, что и дебютировавший ранее седан TLX. Тем самым новинка получила многорычажную заднюю подвеску и двойные поперечные рычаги в передней. Новая платформа позволила серьезно изменить пропорции кузова. Капот стал длиннее, а пассажирская капсула визуально сдвинулась к задней оси. Инженеры также сделали крепче кузов, в котором увеличилась доля высокопрочных сталей, полностью переделали рулевое управление с электрическим усилителем и переменным передаточным отношением, а также улучшили тормоза. Передние роторы теперь толще на 2 мм. Они прибавили в диаметре 30 мм и на 18% дольше сопротивляются перегреву. Базовые колеса теперь 19-дюймовые вместо прежних 18. Облик кроссовера пересмотрели в соответствии с фирменной стилистикой Acura, основные черты которой пятиугольная решетка с расходящимся от центра узором и четырехэлементные светодиодные фары. Преобразился передний бампер, в нем появились боковые воздуховоды, под которыми спрятались противотуманные фары. Изначально MDX оснащается комплексом безопасности Acura Watch, в который входит адаптивный круиз-контроль, система автоторможения, слежение за слепыми зонами, удержание в полосе движения, распознание дорожных знаков и камера заднего вида с омывателем. Любая версия комплектуется светодиодными фарами и фонарями, амплитудозависимыми амортизаторами, панорамной крышей с люком и электроприводом двери багажника. Снаряженная масса кроссовера в зависимости от типа привода 1937 и 2042 кг. В интерьере появилась цифровая приборная панель Acura Precision Cockpit диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедийной системы того же размера, функциями которого можно управлять в том числе с тачпада на центральной консоли, и проекционный дисплей на 10,5 дюймов. Для нового MDX заявлена 1000-ваттная аудиосистема ELS Studio 3D Signature Edition с 25 динамиками, в том числе 6 конусообразными сабвуферами из углепластика, и фоновая подсветка с возможностью выбора одной из 27 доступных цветовых схем. В более простых комплектациях кроссовер укомплектован аудиосистемой с 7 динамиками. А в числе прочего оборудования есть диски на 21 дюйм и тормоза Brembo с 4-поршневыми суппортами цвета слоновой кости. Acura предлагает 3 ряда сидений на 7 посадочных мест, но центральную часть дивана на втором ряду можно демонтировать. На третьем ряду стало больше места над головой и перед коленями, а кресло расположено на 50 мм выше относительно пола. Салон обшит искусственной кожей или натуральной меланой. На первом этапе новый MDX предложит с атмосферником V6 объемом 3,5 литра, который выдает 249 лошадиных сил. Позже появится альтернатива в виде наддувного V6 3 литра с непосредственным впрыском, который развивает 360 лошадиных сил и 480 ньютон-метров крутящего момента. В обоих случаях пару мотору составит 10-диапазонный автомат. Привод передний либо полный. Как и прежде, полноприводная трансмиссия передает на заднюю ось до 70% момента, который может быть полностью направлен на одно из колес. Однако новый узел SHAWD с гидравлическими актуаторами муфты и повышающей передачей отличается предустановленным ускорением задних колес относительно передних – 2,9% вместо прежних 2,7%, что позволило повысить эффективность системы. Кроме того, задняя ось MDX переваривает на 40% больше момента, плюс на 30% быстрее происходит переброс тяги между осями. Новый кроссовер в базовой комплектации будет стоить $46 900, примерно 3 400 000 рублей по текущему курсу. Производство модели налажено на заводе в штате Огайо, а двигатели собирают на площадке Anna, где также выпускают гибридные силовые установки для NSX. Продажи стартуют в начале 2021 года. Компания Acura покинула российский рынок в 2016 году, поэтому шансов, что кроссовер 4-го поколения когда-нибудь официально приедет в Россию, практически нет. Как вы думаете, составила бы Acura в России конкуренцию Lexus и Infiniti? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.